Now I can see you. Some new faces, some familiar faces. Welcome, everyone. You've come to a holy place. This is a very holy place and famous all over the world. Святое место, знаменитое по всему миру. This is my 7th pilgrimage. Это уже 7-е паломничество для меня сюда. Anyone who comes here is like a pilgrim. И всякий, кто приходит сюда, в этот храм, паломник. Looking for something spiritual, looking for something substantial, inspirational. Ищущий чего-то духовного, настоящего, вдохновляющего. And we heard there's an ancient tale about Lakta. There's a hidden treasure here. Мы слышали, что есть такая древняя легенда о скрытом сокровище Лахты. Somewhere in Lakta is a hidden treasure. Что где-то в Лахте зарыто сокровище. And we believe our Gurudev revealed that treasure here. И мы считаем, что наш учитель, наш Гурудев, явил это сокровище здесь. The hidden treasure of the sweet absolute. Это скрытое сокровище сладостного абсолюта. And that is Shri Krishna. А именно Шри Кришна. More specifically, Guru Gauranga Radha Madhav Sundar. А если более конкретно, то его зовут Гуру Гауранга Радха Мадава Сундар. This is our Gaudiya Vaishnav tradition to worship in this line. Такова наша традиция в линии Гаудия Вайшнавизма, поклоняться, следуя этой последовательности. When the curtains open, you will see who is Shri Shri Guru Gauranga Radha Madhava Sundar. И когда занавес на алтаре откроется, вы увидите собственными глазами, как выглядит Шри-Шри Гуру Гауранга Радха Мадава Сундар. They're the personal deities of our Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj. Это божества, установленные лично нашим Гурудевом Шрилой Бхакти Сундаром Говиндой Дев Госвами Махараджем. They were brought from India and inaugurated. They were installed to reside here and accept service from the devotees. Их привезли из Индии и их установили здесь для того, чтобы они принимали здесь служение от преданных. We follow and worship them according to ancient Vedic tradition. И мы поклоняемся им в соответствии с древней ведической традицией. We offer all our food to them. Предлагаем им всю свою пищу. We offer flowers, incense, cloth, ghee lamp, etc., peacock fan. Предлагаем им цветы, благовония, ткань, павлин веер из павлиньих перьев и так далее. And really it's a merciful manifestation and accepting our service for our benefit. Но по сути это проявление милости, нисходящей к нам, для того, чтобы принимать от нас поклонение для нашего же блага. And wherever the devotees reside, those who are devoted to the Lord, where they reside, where they chant the glories of God, where they hear about the holy names and the pastimes of the Supreme Lord, they purify the place and they make it a holy place of pilgrimage. Где бы ни собирались преданные для того, чтобы прославлять Господа, для того, чтобы воспевать Его святые имена, для того, чтобы вместе слушать о Господе, говорить о Нем, это место, то место и превращается в святое место паломничества. Wherever the glories of the Lord is chanted, that is a holy place. Где бы ни прославляли Господа, это место превращается в святое место. And wherever the pure devotee resides or comes, that place is blessed by their holy foot dust. И где бы ни жил чистый преданный, куда бы он ни приехал, это место очищается благодаря лотосной пыли с их стоп. The founder of this temple, in particular, our Gurudev Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj, came here many times.
Основатель этого храма, наш духовный учитель Шрила Говинда Махарадж, приезжал в Россию и в Петербург много-много раз. He came from India and brought the deities here and inaugurated this temple and inspired this temple. И он приехал из Индии и открыл этот храм. Он вдохновил, по сути, этот храм является его проявлением его вдохновения. This was his service to his Guru Maharaj, and it was also his merciful grace upon everyone here. Он открыл этот храм как служение своему учителю, своему Гуру Махараджу, и также это стало проявлением его милости и сострадания ко всем людям. So anyone who comes here is very blessed, very fortunate, and we hope that you will go into the teachings and speak with the devotees and understand what is going on here. Поэтому всякий, кто приходит сюда, невероятно удачлив, благословленная душа. И мы убеждены, что постепенно приходя сюда, общаясь с живущими здесь преданными, то есть людьми, которые преданы Богу, которые пытаются служить здесь, вы постепенно обретете большое духовное благо. You can come anytime you want and spend time with the devotees and join the programs and hear about Krishna. Вы можете приходить сюда в любое время, общаться с преданными, присоединяться к программам, которые проходят здесь во славу Кришны. You can hear from the devotees about your greatest spiritual benefit in life. И вы можете услышать от преданных о вашем величайшем благе, духовном благе в жизни. About what is the greatest utilization of your time, your energy. О том, что наиболее достойно того, чтобы вы потратили на это свое время, свои силы. And through their association, you will be able to put these things into practice. И благодаря общению с преданными, это слушание, эта теория для вас превратится в практику. Life is not meant for eating and sleeping and trying to enjoy. Жизнь не предназначена для того, чтобы есть и спать и пытаться наслаждаться. So much effort going into trying to find a little bit of enjoyment and suffering so much. Так много сил приходится тратить, чтобы обрести даже немножко наслаждения, и этому сопутствует множество страданий. If you're fortunate and truly intelligent, you'll realize you cannot find your happiness and fulfillment and peace in this world. И если вы удачливы и по-настоящему разумны, то вы почувствуете, поймете, что вы не сможете найти умиротворение и счастье в этом мире. So here we are, and open arms to the public, reaching out and giving everyone, extending to everyone these teachings. И мы приходим сюда для того, чтобы открыться перед людьми, открыться перед публикой, для того, чтобы дать возможность каждому соприкоснуться с этим, присоединиться к этому. The name of our festival is VEDALIFE. Наш фестиваль называется VEDALIFE. And this is exactly what we're doing. We're living life according to Vedic injunction, Vedic teachings. Life с английского означает «жизнь». И именно этим мы и занимаемся. Мы живем в соответствии с ведическими предписаниями. We are practicing, and we are also distributing this. Мы сами этому следуем и стараемся распространить это, поделиться с другими. And even if we have just a little bit, we are happy to give that out. И даже если у нас есть очень мало, мы готовы поделиться и этим немногим. We know it is our duty. We feel obligated to give this out to others who are struggling and suffering in this material world. Но мы чувствуем, что это наш долг, это наша обязанность стараться поделиться этим с другими, с людьми, которые рядом с нами страдают в этом материальном мире, мучаются. It's the purpose of human life to solve the greatest danger of life, which is death.
предназначение человеческой жизни – найти решение величайшей проблемы жизни, а именно проблемы смерти. Here in this material world, our very existence is threatened at every second. Здесь, в этом мире, самой нашей жизни угрожает опасность каждая секунда. There's no real security here. Здесь не бывает настоящей безопасности. We could list a whole possibility or whole range of possibility of things that could happen that would kill us, destroy us. Мы могли бы вспомнить, могли бы перечислить огромный список всевозможных возможностей, трагедий, которые могли бы произойти и лишить нас жизни в любую секунду. That could happen at any moment. И это может произойти в каждое мгновение. Whether it's natural death or atomic death. Будь ли это смерть от естественных причин или от атомной бомбы. Death will come for all of us. Но смерть неминуема для каждого из нас. So if we are solving this greatest danger for our own self and not helping others solve this very problem which is universal here, that is one kind of disservice to humanity and society. И если мы решаем эту проблему для себя, и при этом видя, что все окружающие нас люди также страдают от этой проблемы и мучаются, и не пытаемся с ними поделиться этим решением, с которым мы познакомились, то это будет медвежьей услугой для всего человечества. So the devotees of Krishna are known as the greatest welfare workers. И поэтому преданных Кришны называют величайшими благодетелями. They're the most magnanimous people on this earth planet. Они самые великодушные из всех живущих на земле. They're actively going out and trying to solve everyone's problems. Потому что они проявляют инициативу, идут и стараются помочь всем людям решить их проблему. To bring them in touch with reality and to give them absolute harmony, sweetness, beauty. Дать людям соприкосновение с реальностью, помочь им соприкоснуться с абсолютной красотой, гармонией, нежностью. And this is the best thing we can do for ourselves and for others. И это лучшее, что мы можем сделать и для себя, и для других. And even a little bit of advancement and progress in this ideal can save you from the repeated birth and death cycle. И даже малейшее продвижение на пути к этому идеалу способно спасти вас от круговорота рождений и смертей. A little bit of progress, a little bit even appreciation and desire, what to speak of if you dedicate yourself wholly. So much possibility, so much hope is there for someone like that. Вы будете спасены, если продвинетесь даже совсем немножко, даже если не продвинетесь, а всего лишь оцените и начнете стремиться, начнете желать двигаться по этому пути. Что уж говорить, если вы посвятите этому пути, этому развитию свою жизнь. In the scriptures it says if you have the solution to life's problems and you have the food for the soul and you don't share that with others and you don't extend that to others, it is one type of violence to humanity. Писания говорят, если у вас есть лекарство, если у вас есть пища, в которой нуждается всякая душа, и вы не делитесь этим с другими, то это один из видов насилия по отношению к другим душам. The Vedas say this is called jiva himsa. Веды на санскрите это называют джива химса. So we feel this pressure to not only practice, but to preach to others, to give this to others. И поэтому мы чувствуем эту потребность не только практиковать самим, но и делиться этим с другими, проповедовать другим. Any questions from anyone? Есть ли у кого-нибудь вопросы? I met some of you in the gazebo. С кем-то из вас я уже встречалась в беседке. And maybe there's a whole fresh new set of questions from anyone. Но может быть какой-то совсем новый набор вопросов. Пожалуйста, не стесняйтесь.
It's helpful for me because I'm not used to talking and talking and talking and just coming up with things in my head. Это поможет мне, если вы будете задавать вопросы, потому что я не привыкла просто рассказывать, рассказывать и рассказывать, что-то извлекать из своей головы. Actually, I'm more of a listener than a speaker. На самом деле, я больше слушатель, чем говоритель. My preference is to hear and maybe one-on-one to speak with others, but in front of a gathering or in the public, it's not so easy for me. Я предпочитаю больше слушать и, может быть, делиться этим в индивидуальных встречах один на один, но говорить в каком-то собрании перед публикой для меня немножко неудобно. So questions are helpful. Поэтому ваши вопросы помогут мне. Maybe Ashutosh can ask something, or Gopal Prabhu. Something that would benefit others. How can we gain peace inside of us in our modern life when we have job and other responsibilities, all the things going on? Well, I've found the most peaceful thing in life is to know who you are and what is your purpose, what is your aim, and what is the best thing for you to do and focus your energy on, and where to give yourself, where to put your heart. Я для себя нашла, что наибольшее умиротворение я получила, когда определилась с ответами на такие вопросы, как «Кто я?», «Для чего я существую?», «В чем мое предназначение?», «Чему мне следует?», «На что мне следует направить свой ум, свой разум?», «На что мне следует тратить свои силы?», куда или к кому направить свое сердце?». That's bringing peace from your consciousness, brings peace to your whole self. Это привносит мир из вашего сознания во все ваше «я». If you don't know who you are, where you are, what is your purpose, how can you be peaceful, seeing so many things happen in the world, so much suffering? Ведь если вы не знаете, кто вы, где вы, зачем вы, то как вы можете чувствовать спокойствие и умиротворение, видя, сколько всего происходит вокруг в мире? It's not a very well-adjusted and healthy position to be in, and just completely bewildered. Это нездоровое, неестественное положение, когда мы в этом мире живем, будучи полностью запутаны. If you have some grasp and you're in touch with reality, that will bring peace to your whole being, your whole existence. Если вы сумеете ухватиться за ответ на этот вопрос, определиться с тем, кто вы, то это принесет умиротворение, которое коснется всего вашего «я». Chanting of the Maha Mantra, the first effects of chanting the holy name bring peace to the soul. Повторение святого имени Господа, повторение Махамантры, один из первых эффектов, которые он приносит, это умиротворение в уме. Chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, it will first cleanse the mirror of your mind, clean your consciousness. Повторение Харе Кришна Махамантры прежде всего очистит ваш ум, принесет умиротворение в ваше сознание, очистит зеркало ума. We know that this is not our only birth, our only lifetime. We've had many before, we may have many in the future. Мы знаем, что это не наше единственное рождение. Мы рождались много раз в прошлом, нас может ждать множество рождений в будущем. And we've accumulated so much dust is used here in this verse that I'm explaining. So much dust has accumulated from our previous lives. И
со своих прошлых рождений мы накопили огромное количество пыли на зеркале нашего ума. And the holy name of Krishna cleanses this dust, removes it from the consciousness. И святое имя Кришны очищает эту пыль, эту грязь, очищает наше сознание. Then the next effect is that it extinguishes the fire, which is like likened to a forest fire. It extinguishes that fire of material existence. Затем следующий эффект повторения Харе Кришна Махамантры – это то, что она гасит огонь страданий, огонь, который сравнивают с лесным пожаром материальной жизни. Then the soul begins to awaken. Затем душа начинает просыпаться. And then the soul begins to experience ecstasy and this divine beauty and charm and sweetness and dives and surfaces in this ocean of ecstatic joy. Затем душа начинает соприкасаться с этим бесконечным океаном экстатической радости, любви и нежности, начинает окунаться в него, всплывать, окунаться и всплывать. I'm quoting a verse written by Sri Chaitanya Mahaprabhu. It's the first verse of the Shikshastakam. И объясняя все это, я пересказываю слова стиха, написанного Шри Чайтаньей Махапрабху. Это первый стих его Шикшаштаки. Sri Chaitanya Mahaprabhu brought this holy name of Krishna, and he was the Yuga Dharma. He was the establisher of the Yuga Dharma, of the chanting of the holy name, and invested everything in this holy name, and it is the transcendental sound vibration form of the Lord, non-different from Krishna. И Шри Чайтанья Махапрабху принес этот процесс повторения святых имен Господа в этот мир. Он показал, что именно повторение святых имен Господа является юга-дхармой, то есть лучшей духовной практикой, предназначенной для этого века, для нашей эпохи. И он показал, что этот путь доступен для всякой души. So some peace will be achieved through chanting the holy name. Поэтому какое-то умиротворение вы получите, повторяя святое имя. Actually, the devotees are not trying to achieve peace in life. Но на самом деле преданные Господа не пытаются найти умиротворение в своей жизни. Trying for something much more than that. Они стремятся к чему-то намного большему. Our ultimate objective is love for Krishna. Наша высшая цель – это любовь к Кришне. We want to develop a transcendental, eternal, loving relationship with the Lord. Мы хотим развить вечные, трансцендентные, полные любви взаимоотношения с Господом. And become servitors in His personal family life. И стать слугами в Его ближайшем окружении, в Его семье. And we've seen in Chaitanya Mahaprabhu's example, he came here and displayed his pastimes, distributed the holy name, and also experienced some higher transcendental bhav. It is called Mahabhav in Sanskrit. И мы видели на примере Шри Чайтаньи Махапрабху, который не зашел в этот мир и показал, это сам Господь, явивший себя в облике преданного, и он переживал не просто любовь к Господу, но особого рода любовь, которая доступна только его высочайшей возлюбленной. Эта любовь называется Махабхава. And sometimes his ecstatic symptoms resembled agony and scratching his face against the wall. He had cuts on his face. He'd run into the sand dunes and faint, and all his limbs would go into his body. И внешнее проявление этой экстатической любви было различным. Иногда он мог потерять сознание, иногда его била дрожь, проявлялась испарина, иногда все члены его тела втягивались внутрь, иногда он начинал биться своим лицом о каменную стену, царапая себе все лицо. Иногда он начинал неконтролируемо куда-то бежать далеко. This is a type of extreme, the most extreme type of
ecstatic symptoms he experienced. Это примеры самых экстремальных признаков любви, которые проявлялись в его теле. Way beyond peace. И это намного выше умиротворения. Gone to higher, topmost transcendental level of God realization. Он находился на высочайшем, очень высоком уровне осознания Бога. So, not only the Supreme Lord Chaitanya Mahaprabhu experienced this, but his pure devotees also experienced this. И не только Всевышний Господь, Шри Чайтанья Махапрабху, испытывал подобные переживания, но и его преданные также испытывают это. And maybe it's not understandable at this stage, but you can get some idea that ecstasy is a higher thing and love is a higher thing, and that's the objective of our Gaudiya Vaishnava tradition. Быть может, сейчас это непонятно для вас, но вы, быть может, можете понять общий принцип, а именно, что любовь, экстаз – это что-то более высокое, нежели умиротворение. И именно эта любовь и экстаз являются целью гаудия вайшнавизма. It's all service-based, based on serving. И все это основано на стремлении служить. And we begin by approaching an authentic, legitimate, genuine, bona fide master. И мы начинаем этот путь с того, что обращаемся к подлинному, признанному, настоящему духовному учителю. We take initiation from them and we follow their instructions and receive the holy name from them. Получаем у такого духовного учителя инициацию, следуем его наставлениям, получаем святое имя. And begin in this way. И так начинаем практику. And we may not achieve the goal after many, many lifetimes to come, but still we find this is our life and where we want to dedicate and are prepared for a very long journey if necessary. И, быть может, эта цель столь высока, что мы не сумеем ее достичь даже на протяжении многих жизней, но мы знаем, что эта цель стоит того, и мы готовы к очень-очень долгому путешествию. Мы знаем, что цель стоит того. We have nothing better to do with our lives, with our existence. У нас нет лучшего применения своим жизням, своему существованию. And if it will take many lives ahead of us, we're prepared for that and happy for that. И если этот путь потребует от нас многих жизней, очень долгого времени, то мы счастливы этому, мы готовы. So there's more to life than peace. В жизни есть более важные вещи, чем умиротворение. But that'll come automatically through a spiritual life. You'll get some peace of mind. Но это придет естественным образом. Благодаря духовной жизни вы обретете умиротворение в уме. You'll go beyond the superficial aspect of life and have some basic understanding of reality. That is a peaceful thing. Когда вы понимаете мир глубже, чем на поверхностном уровне, осмысляете что-то глубже, тогда естественным образом вы чувствуете умиротворение. Okay. Thank you for your question. Спасибо за вопрос. Do we have another one? Есть ли еще вопрос? We have a questionless crowd here. Собрались люди без вопросов. Can do me a favor. I'm here for another while longer. Пожалуйста, помогите мне здесь еще времени моего осталось еще почти час. Don't you wonder things sometimes? Неужели вам не интересно, не задумываетесь над какими-то вопросами иногда? Bigger questions like who am I? What am I doing here? What is the purpose of life? Я говорю о более крупных, более важных вопросах, таких как кто я, в чем смысл жизни, для чего все.
You should wonder these things. Нам следует задумываться об этом. Yes. I have a question. I was told that God plays. I would like to know why he plays, what kind of play does he has, and what all this is about, his playing, what's for. I think someone was trying to tell you about Krishna. Я полагаю, кто-то пытался вам рассказать о Кришне. Krishna's Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karna Karnam. He's the Supreme Personality of Godhead in his original primeval form. Кришна — это верховная личность Бога, то есть изначальное проявление Господа. And he's completely independent. И Он совершенно независим. All other forms of God have expanded from him. Все остальные облики Господа произошли от Кришны. Some of his expansions maintain the universes and have their specific functions in creation, and material and spiritual. Некоторые из его проявлений поддерживают, творят материальные вселенные, поддерживают их, заняты вопросами, связанными с материальным творением. But Krishna, the original, without a second, the primeval Lord, he is playing with his friends, his family, in his personal, private abode. Но у Кришны, изначального Господа, у оригинала, у того одного, которому нет второго, нет обязанностей, и поэтому он играет в своей обители, играет вместе со своими друзьями, возлюбленными, близкими людьми. He has no other engagement than playing with his friends. У него нет никаких других занятий, он ничего не должен делать, он только играет с друзьями. He's engaged in what is called lila, it's divine pastimes. Он занят тем, что называется лила, что можно перевести как божественные игры, божественные забавы. So these pastimes are elaborately described in the scriptures and the Vedas and in the writings of his great devotees. Эти игры, которые называются лилами, подробно описаны в определенных священных писаниях и также в словах великих преданных, великих святых. We know what he looks like, we know what he likes to eat, we know who he loves, and we know the type of engagements he's engaged with every day. И оттуда мы знаем, как он выглядит, где он живет, что ему нравится кушать. Мы знаем, как и с кем он играет, мы знаем, чем он занят на протяжении каждого дня. This has all been revealed to us, descending revelation into this world. It's called absolute truth. Это все было явлено в этом мире как божественное откровение. Это называется богооткровенная истина. And he came himself to show his lila and brought his spiritual abode and his associates with him. И он сам, Всевышний Господь, проявил себя в этом мире, низошел в этот мир и проявил себя вместе со всем своим окружением, со всеми своими удивительными играми. We visit Vrindavan, Navadvip. These are the holy dhams of Lord Krishna, Lord Chaitanya Mahaprabhu. И мы посещаем такие святые города, как Навадвипа, Вриндаван. Это места, связанные с явлением Всевышнего Господа, Кришны или Шри Чайтаньи Махапрабху. There are many holy dhams all over India. Есть много святых дхам, то есть святых мест паломничества по всей Индии. Dham means divine abode. Дхама значит божественная обитель. Coming down into this world and like a set for a theater. То есть Господь проявляет в этом мире свою божественную обитель, словно декорации на сцене в театре. The Lord appears with his associates, and they take birth in so many different parts of this holy dham.
И затем на этой подготовленной сцене является сам Господь и его ближайшие спутники, участвующие в его играх, и там он являет свои удивительные игры. All these associates are eternally liberated devotees, servitors of the Lord, and they appear like in this world like an actor or an actress. И все эти спутники Господа – это вечно освобожденные, вечно совершенные души. И они являются вместе с Господом, когда Тот являет свои игры в этом мире, подобно актерам и актрисам на сцене. And they enact these pastimes like a play. И тогда они играют, словно играют на сцене. And to show the world these divine pastimes for the fortunate souls, for those who will be devotees of Krishna and Mahaprabhu. This the Lord has come to distribute Himself and to reestablish religion and spirituality and truth, and to save the devotees from any unfavorable things. Итак, Господь нисходит, являя себя в этом мире, подобно актеру, выходящему на сцену. Но этими своими деяниями, помимо собственной забавы, Он достигает еще нескольких целей, таких как установление подлинной религии, установление того, что должно быть поклонением Богу, и защита преданных, тех, кто пытается служить Богу, от всего неблагоприятного. There is also the Guru, who is ultimately Krishna and revealing himself in an infinite variety of forms. И чтобы соприкоснуться с этим, очень важна роль гуру или духовного учителя. Фактически гуру – это проявление самого Кришны, который являет себя в бесконечном числе образов. This is one way the Lord distributes himself and gives magnanimous outreach, connection to sincere souls. Гуру или духовный учитель – это одно из проявлений, одна из форм проявления Всевышнего Господа, то, как Он являет себя и великодушно дарует связь душам этого мира с любовным служением себе. Recruiting people of this world and giving them entrance into this divine play of the Lord. Тем самым Он занимается рекрутингом, набором людей из этого мира, давая им тем самым шанс войти в обитель Господа. We know that's our ultimate objective, to be a servitor in the eternal divine abode of the Lord. Мы знаем, что наша высшая цель, высшее предназначение – это быть вечными слугами в духовной обители Господа. We are all eternal servitors of the Lord, whether we know it or not. На самом деле мы уже вечные слуги Господа. Вопрос только в том, знаем мы об этом или нет. We are not members of this mortal world. Мы не принадлежим этому миру смерти. At least forever. We cannot stay here forever. По крайней мере, не принадлежим навсегда. Мы не можем остаться в этом мире навечно. Temporarily this is our home, and we will be forced to leave it. Лишь временно этот мир стал нашим домом, и мы будем вынуждены покинуть его. So how can this be our home if we cannot stay here? Как этот мир может быть нашим домом, если мы вынуждены постоянно покидать его? We have a higher purpose, higher prospect, and an opportunity to be recruited in eternal divine play of the Lord. Но перед нами раскрывается гораздо более высокая возможность, высокий шанс, чтобы нас набрали, чтобы нас избрали как новых рекрутов, для того, чтобы мы могли достичь высшей обители Господа. So that's where we'll find our home, our fulfillment, security, and all auspicious divine happiness. Именно там мы найдем свой дом, свое безопасное окружение, там мы найдем свою семью, там мы найдем все, к чему стремится наше сердце. Okay. I hope that answers your question. Thank you. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Спасибо.
I would. Also about these pastimes, can we say that Lord plays with people, like using people as his playing dolls? Because also I was told recently that Lord can cheat, and that just can't fit in my head. How can it be? It confused me greatly. It's not mundane cheating, it's transcendental cheating. Это не материальный обман, а обман Господа — это трансцендентный обман. This type of cheating brings joy and ecstasy and pleasure to the hearts of his devotees. Такого рода обман приносит радость, счастье и экстаз в сердца всех преданных Господа. Sri Chaitanya Mahaprabhu used to play with one banana leaf and banana product vendor in the streets of Navadvip. Шри Чайтанья Махапрабху в свое время любил подтрунивать над одним продавцом банановых листьев, которые используются в качестве тарелок и других продуктов в Навадвипе, в городе, где он жил. Kolaveccha Sridhar was his name. Того человека звали Колавеча Шридхар. And just to play with him, the Lord would playfully harass him and always try to bargain and take his things for less price and give him a hard time. И просто играя с ним, просто чтобы подтрунивать над ним, Господь все время старался задеть его, все время торговался, старался взять у него эти продукты, тарелки за меньшую цену, чем они стоят, постоянно таким образом устраивал ему трудности. And Sridhar would fight back a little bit at first. He would take back his stuff and fight back. И этот Шридхар поначалу сопротивлялся, поначалу отбирал у Господа обратно те тарелки из банановых листьев, которые Господь пытался забрать бесплатно, сопротивлялся ему. Say, don't harass me, I'm just a poor banana seller. Прекрати издеваться надо мною, я всего лишь бедный продавец банановых листьев. But this brought so much happiness to his heart. Но на самом деле это так называемое издевательство приносило огромную радость в сердце Колавечи Шридхара. And after so many wonderful pastimes together, Sridhar went and prayed to Mahaprabhu, may I forever be in the position of being your victim and you trying to steal from me. This brings me so much pleasure in life and I hope it will go on forever. И в итоге этот Колавечи Шридхар пришел к Шри Чайтанье Махапрабху и обратился к нему следующей молитвой: «Позволь мне всегда оставаться в таком положении, чтобы ты всегда потрунивал надо мной, чтобы я всегда становился объектом твоих потруниваний, чтобы ты всегда пытался украсть у меня эти банановые тарелки. Это приносит мне такую радость, такое счастье, что я хочу всегда оставаться в этом положении». The abode of Lord Krishna is not like a formal environment by any stretch. Обитель Господа Кришны ни в коем случае не схожа с материальным миром, даже не стоит рядом. It's intimate, full of rasa, higher conjugal loving affairs. Она полна очень близких, интимных отношений, включая супружеские расы. And all the play the Lord enacts with his devotees is all ecstatic, transcendental, and spiritual in nature. И любые игры, которые Господь являет, которыми Он занимается вместе со своими преданными, всегда трансцендентны по своей природе и полны любви, счастья и экстаза. It's the plane of mercy, which is above the plane of justice. Его мир – это мир милости, это выше, чем мир справедливости. In the plane of justice, everything's judicious and calculated. В мире справедливости все строго, все по расчету. No cheating, everything's very straightforward. Никакого обмана, все как положено. But higher up is the plane of mercy. Но выше этого мира справедливости находится мир милости, сострадания.
There the Lord prefers eating his butter that he stole. The stolen butter tastes better to him than his own butter in his house. И там Господь, например, предпочитает кушать масло, топленое масло, которое Он своровал в домах у других людей, у своих преданных. А ворованное масло Ему кажется вкуснее, чем масло из Его дома. And this brings great joy to whoever he's stealing from, that the Lord has come in our house and he's stealing our stuff. How happy we are. И это воровство, когда он ворует масло, приносит огромное счастье, огромную радость в сердца тех, кого он обокрал, у кого он украл это масло. Как сам Господь пришел в наш дом, чтобы украсть у нас масло, это огромное счастье. So we have to rethink and reconfigure our mentalities when we are hearing about Krishna Lila. Поэтому нам следует переконфигурировать себя, переосмыслить все, начать думать обо всем по-новому, когда мы слышим о Кришна-лиле. It's adhoksaja aprakrita. It appears as mundane, but it's not. Ее называют адхоксаджа апракрита, что означает, она кажется материальной, но совершенно нематериальна. It looks ordinary and human-like, but it's the highest, it's the zenith of God level of God consciousness, God realization, and the divine abode is situated in the highest position. Обитель Кришны и его игры лишь внешне кажутся похожими на человеческие, но по природе своей они совершенно нематериальны. Напротив, это зенит из всех обителей Бога, из всех возможных представлений о божественной обители. So we have to mature a little bit to appreciate and to taste these higher things. Нам нужно немножко созреть, дозреть, чтобы научиться чувствовать этот вкус, чтобы научиться ценить эти вещи. Something we can acquire from transcendental association and mercy from the saints. Но этот вкус мы можем приобрести через общение с трансценденталистами по милости святых. We can't bring our present mentality into the mix. We have to go beyond this plane of consciousness, go higher, and then have some better understanding of what it's like there. Мы не можем переносить свое нынешнее состояние, свое нынешнее понимание к анализу того уровня бытия. Мы должны понять, что мы соприкоснулись с чем-то более высоким, чем мы по своей природе. What is applicable here is not applicable there. И поэтому то, что применимо здесь, не применимо там. They don't mix like oil and water. Материя и дух не смешиваются, как масло и вода. Spiritual is transcendental, it's absolute. Духовное, оно трансцендентно и абсолютно. And material is mundane and relative. А материальное всегда относительно, низменно. Subjective and objective. Или, иначе говоря, субъективное и объективное. We're trying to develop subjective consciousness. И мы пытаемся развить субъективное сознание. One of the titles to Srila Sridhar Maharaj's books that is so important to us is called Subjective Evolution of Consciousness. Название одной из книг Шрилы Шридхара Махараджа, его книги очень важны для нас, и одна из них называется «Субъективная эволюция сознания». So that's what we're practicing and developing and evolving in that mentality. То есть нам следует постепенно эволюционировать, развивать должное понимание, должное настроение. Do you have another question? Есть ли еще вопрос? Yes, she does. Есть еще вопрос? Okay. Как быть, если кто-то из близких людей не понимает вопросами, что я, например, увлекаюсь духовностью? Не понимаю. Да, не понимаю. What if some of my close people just don't understand my engagement in spiritual pursuit, don't relate to this?
We don't overly concern ourselves with who can't understand. We just go about our spiritual lives and dedicate ourselves as much as possible. Who is favorable and inquisitive and asks and wants to know about our spiritual lives, we share that with them. Мы не особенно заботимся такими вопросами, как кто сумеет, а кто не сумеет понять эти духовные вещи. Мы стремимся сосредоточиться на том, что в наших силах, на вопросах развития своего духовного сознания, духовной жизни. И если мы видим, что какой-то человек рядом с нами проявляет интерес, задает вопросы, то в этом случае мы можем, отвечая на его вопросы, что-то рассказывать. We don't try to force this on anyone who doesn't want to hear about it. Но не пытаемся навязать этого, не хотим заставлять слушать об этом тех, кто не хочет слушать. And we are trying to be good examples to everyone who we meet, who we know, who we mix with. И мы стараемся также подавать хороший пример для своих знакомых, для тех, с кем мы общаемся. And sometimes in time they see, oh, how humble, how tolerant, how respectful, what nice qualities they're developing, following the spiritual line. И иногда со временем эти люди, которые раньше не могли оценить, вдруг видят, что, а этот человек, оказывается, стал гораздо более терпелив, гораздо более смиренен, гораздо более интересен, и все это благодаря его интересу к духовной жизни. All good qualities develop in the hearts of the devotees, so that becomes noticeable to people. Все хорошие качества постепенно проявляются в сердцах преданных, и окружающие это замечают. So, wait and see and concentrate on your spiritual life and don't be discouraged by anybody. Поэтому ждите и наблюдайте. Посвятите себя своей духовной жизни и не отчаивайтесь, если кто-то не одобряет. We're not interested in ordinary opinion. Нас не интересует мнение обычных людей. What is the word? Vox populi? It's not vox dei. Yes, we're not interested in that. Как говорят, глаз народа – это не глаз Божий. We are interested in the opinion of our spiritual authorities and those superior to us in spiritual life. Нас интересует прежде всего мнение духовных авторитетов, духовных лидеров и тех, кто опытнее нас в духовной жизни. We can't be bothered with the ordinary opinions of others who are living under the influence of Maya, of illusion, living within the mode of ignorance, passion, etc. Мы не можем руководствоваться в своей жизни мнением окружающих людей, которые, так же как и все в этом мире, находятся во власти майи, иллюзии и находятся во власти низших качеств, таких как страсть и невежество. That doesn't mean we're cruel to them, but we just don't let their opinion disturb our minds and discourage us. Это не означает, что мы грубы или жестоки к ним, но также мы не позволяем их мнениям, их рассуждениям беспокоить наше собственное мнение, наши собственные стремления. What matters is the opinion of our gurus, of the higher Vaishnavas. Нам важнее мнение наших гуру, более высоких духовных людей, вайшнавов. Okay. Any other question? Есть ли еще вопрос? It's after 7 now. Do you want to give the class your turn? If I'm ordered to, I'll have to, but I would like to avoid it if possible. Well, what about Pritu? Well, he refused also. He refused. This is not an easy job, you know, sitting here and talking. Это нелегкая работа, сидеть и рассказывать. Not everyone wants to do it, can do it. И не все хотят это делать, не все могут это делать. And mostly we're fearful of saying something incorrect philosophically. А самое страшное для нас – это опасение сказать что-то философски неправильное. There's many devotees here who you could hear from. Потому что на самом деле здесь есть много преданных, которые стоят того, чтобы послушать их. They're not volunteering to come and sit here and speak to everyone.
И они не жаждут, не рвутся сесть здесь и что-то рассказывать всем. So I would also defer to someone else if I could. Я бы тоже, если бы у меня была возможность, предпочла, чтобы здесь сидел кто-то другой. But I'm being put in this position by Srila Avadut Maharaj, who is my host. I'm trying to be a gracious guest and follow his requests and orders. Но Шрила Авадут Махарадж, наш руководитель миссии и непосредственный организатор этого праздника, он пригласил меня на этот праздник, и я стараюсь быть ответственной гостьей и выполнять его просьбу. He brought me here to try to encourage everyone we meet, all the devotees, our friends, newcomers, to try to encourage everyone in spiritual life and nurture the faith. Он пригласил меня сюда, чтобы я могла поддерживать веру, вдохновлять людей, как тех, кто уже практикует, так и новичков, чтобы мы, общаясь друг с другом, помогали друг другу. So I feel I must try. Whatever I have, I want to give that, and that's the best I can do. Поэтому я чувствую, что я должна, по крайней мере, попытаться. Сколько бы у меня ни было, я должна постараться поделиться этим. И я стараюсь это сделать. You may have heard from him earlier, Srila Avadut Maharaj, and he will come again and speak later. Возможно, вы уже слушали Шрилу Авадута Махараджа, и позже он тоже придет сюда, будет возможность еще его услышать. And this evening, after our Arati program, you will hear from Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj. Но этим вечером, после арати, после богослужения, ближе к 8 часам, начнется лекция и возможность услышать Шрилу Госвами Махараджа. Srila Goswami Maharaj and Srila Avadut Maharaj are our authorities here. There are spiritual masters here. И Шрила Госвами Махарадж и Шрила Авадут Махарадж – это наши главные здесь. Они наши главные духовные лидеры. And they're leading this program, directing this program, and are always very perfect in their understanding and in giving guidance to others. И они всегда возглавляют программу, всегда подсказывают, как поступить, и они всегда очень опытны в том, как они представляют духовные идеи и как помогают другим духовно. So please don't miss the opportunity to hear from them, to get their association. Поэтому, пожалуйста, не упустите возможности пообщаться с ними, послушать их. Srila Goswami Maharaj is visiting for only another day or two. Шрила Госвами Махарадж будет здесь только еще сегодня и завтра. So he will speak at approximately 8 o'clock. You can try to attend. И его лекция начнется примерно в 8 часов, поэтому, пожалуйста, постарайтесь прийти. They are also giving initiation to those who are sincere seekers in their estimation and in their feelings, who are sincerely seeking Krishna consciousness. И также Шрила Авадут Махарадж и Шрила Госвами Махарадж дают инициации, то есть духовные посвящения тем, кого они считают искренними искателями, тем, в ком видят искреннее стремление к духовной жизни. And if you're serious in spiritual life, you have to consider this, that you will need initiation at some point. И если вы серьезны в своем стремлении к духовной жизни, то, пожалуйста, задумайтесь об этом, поймите, что в какой-то момент инициация будет необходима вам. This process connects you to Krishna, and you receive the holy name of Krishna with blessings, with backing, with protection, and you receive the seed of devotion, the Bhakti Lata Bij. Инициация – это означает процесс обретения связи с высшим миром, с духовной реальностью. Это означает, что вы получаете божественную поддержку, а главное, вы получаете Бхакта Лата Бидж – семя лианы преданности, посаженное в вашем сердце. This is one of the most important parts of spiritual life. Это одна из самых важных частей духовной жизни. And that's where we begin. И именно с этого, с получения инициации, мы начинаем. And then from there we can practice and make advancement and start to evolve in our spiritual lives. И затем, отталкиваясь от этого, мы начинаем развиваться и продолжаем свое развитие в духовной жизни. There's so many important books to read. Sri Guru in His grace explains elaborately how to understand the grace of Guru.
Также есть много важных книг, которые стоит прочесть. Например, книга «Шри Гуру и его милость» объясняет важность обретения милости Шри Гуру the necessity of accepting a guru. и необходимость принять гуру. So that was my personal, what's the word when you have a epiphany? Realizing I want this and I want to take it to heart and apply it in my life, and what is necessary is finding a master. After Shri Guru and His grace? No, this was before I ever read the book. Studying Srila Prabhupada's books and wanting a spiritual life, I realized I needed a master. Таково было и мое, если угодно, прозрение или откровение, что я получила, когда я изучала книги Шрилы Прабхупады, изучала различные духовные книги, то вдруг ко мне пришло четкое осознание, что духовный учитель совершенно необходим, абсолютно необходим, и это направило меня на поиски связи с моим гуру. Then spiritual life became real, intangible, living thing. И тогда духовная жизнь стала для меня чем-то осязаемым, существенным, реальным. So this is something everyone should think about, finding a guru, finding a master. Поэтому всем следует задуматься об этом, о том, чтобы найти гуру, найти духовного учителя. For your own best interest in life. Для вашего же блага в жизни. Any questions for Ashutosh Prabhu? I'm hoping he'll take over the class. Есть ли какие-нибудь вопросы к следующему лектору? Сейчас у нас произойдет очередная ротация. I can ask you questions. I can ask you questions. If you say so. Could you please tell about the search, how to search for spiritual master? Yes. The first and foremost important part of searching for a spiritual master is Shravanam, hearing. Первая и самая важная часть поиска духовного учителя по-умному называется Шраванам, слушание. Try to hear from the different representatives of Krishna. То есть старайтесь слушать различных представителей Кришны. Hear from them, inquire from them. Слушайте их, задавайте им вопросы. Spend some time hearing. Какое-то время потратьте на слушание. Then some inner approval and acceptance will be there that this is my guru. И затем какое-то внутреннее подтверждение, внутреннее одобрение придет к вам. Да, это мой гуру. But you want to be first hearing in the right place from the right people. Но важно, чтобы вы слушали и задавали вопросы правильным людям в правильном месте. There's a jungle of gurus in this world. Потому что в этом мире есть целые джунгли, дремучие леса гуру. Some are authentic, and unfortunately, some are not. Какие-то из них настоящие, но, к сожалению, какие-то нет. So we must be careful in our hearing who we're approaching to hear from. Поэтому мы должны быть осторожны в своем слушании, кого мы начинаем слушать.